Жалобный визг раздавался на многие десятки метров по таежной глуши. Кто и почему оставил тут беспомощного щенка, навсегда останется загадкой. Скорее всего, нерадивый хозяин, недовольный лишним ртом в своем хозяйстве и не желающий заниматься вопросом поиска нового дома. Для своего нежданного пополнения нашел самый простой и легкий способ избавиться от него, выбросив щенка подальше и забыть о нем навсегда, обрекая того на долгую и мучительную смерть от голода или стать легкой добычей для какого-нибудь хищника. Глупый щенок еще не понимал этого. В голове маленького существа не укладывалось, как это хозяин мог просто выкинуть его как ненужную вещь, ведь у него только одна жизнь, и не получится начать сначала, и никогда больше он не вернется в этот мир, так и не успев толком с ним познакомиться. Не понимая все опасности нависшей над ним, щенок жалобно и пронзительно скулил, иногда срываясь на вой. Где-то там далеко в деревне сейчас на привязи, наверное, плачет его безутешная мать, обнаружив пропажу своего детеныша. Но что человеку до этих страданий, ведь животные для большинства из нас это бездумные существа, которые не способны ни мыслить, ни чувствовать. Волчица прошла уже не 1 километр в поисках пропитания для себя и своих подрастающих волчат. Пищи в лесу много, но чтобы ее добыть, нужно хорошенько постараться. Волки с самого детства привычные к далеким переходам, возможно, именно это, помимо прочего, и закаляет их характер, делая привычными к любым решениям. Лесные запахи началу июня сводили хищница с ума своими ароматами и разнообразием. Вот здесь еще вчера пробежал заяц, кто-то сильно испугал косого, и он опрометью кинулся в кусты, ломая ветки. Здесь сидел жирный глухарь, распевая свои странные напевы. Ах, как жаль, что он не попался ей сегодня. Волчица подняла морду, втягивая запахи и отыскивая среди них те, что могут быть ей полезны. «Друг». До чуткого слуха хищницы донесся тоненький плач, похожий на тот, что иногда издают ее собственные волчата. Однако это был точно не волчонок. Материнское сердце не позволило волчице пройти мимо, и она, оставив поиски еды, отправилась на звуки жалобных страданий. Совсем скоро охотница почувствовала и запах того, кто так отчаянно кричал о своем несчастье. Это была собака, да пускай еще и совсем крохотная, но собака. Волки чаще всего собак считают своими врагами и иногда даже используют их в качестве пищи. Но ребенок твоего врага все равно остается ребенком. Волчица буквально в считанные минуты смогла отыскать брошенного щенка в густых таежных зарослях. Тот, увидев приближающегося хищника, обрадовался, радостно завилял хвостом и, стараясь неуклюже подпрыгивать на месте. Глупый даже не понимал, что, найди его какой-нибудь другой волк или рысь, жизнь его, скорее всего, тут бы и остановилась. Волчица обнюхала уткнувшись в нее щенка, словно раздумывая, что с ним делать. Она абсолютно не разделяла той радости, которую сейчас демонстрировал этот пушистый комочек. Что с ним делать, как поступить? Кажется, эти вопросы сейчас читались в глазах хищницы. Одно мощное движение челюстями могло бы сразу и навсегда решить эту проблему. Однако перед глазами матери стояли ее собственные волчата, которые точно так же радовались ее возвращению. Но стая никогда не примет чужака, и это тоже было для нее предельно ясно. И тогда волчица приняла единственно верное решение, сомкнув челюсти на загривке щенка. За окном еще только начало сереть, когда старый егерь Степан Петрович открыл глаза, очнувшись от ночной дремы. Глядя в окно своей таежной сторожки, мужчина видел, как небо окрасилось в ярко-алый цвет, предвосхищая восход солнца над лесом. Хорошо в тайге благодать. Только здесь можно побыть наедине со своими мыслями, вспомнить прошлое и подумать о будущем. Много раз видел Степан Петрович, как зима сменяет лето. Уши, волосы на его голове из смолено-черных стали белыми, будто их кто-то щедро сыпал снегом. Но так и не разгадал он тайный смысл бытия, зачем приходим мы в этот мир, что мы должны сказать ему, да может быть это и не важно вовсе. Возможно, все гораздо проще, и мы приходим в этот мир, чтобы сделать его чуть-чуть лучше. Тогда почему же у нас ничего не получается? Гоняя эти тяжелые мысли, егерь вдруг услышал, как под дверью сторожки кто-то ходит.
Он приподнялся на нарах, вслушиваясь в шевеление неизвестного. «Может быть, рысь балует», — подумал он, тихо поднимаясь со своей лежанки и натягивая сапоги на босую ногу. В дверь кто-то настойчиво начал скоблиться. «Эй, кто там? Она! Не шути!» — специально громко сказал егерь в надежде отпугнуть незваного гостя, а сам тем временем взял карабин в руки. Но после непродолжительной паузы кто-то снова начал толкать входную дверь. Взяв карабин в боевое положение, егерь передернул затвор и медленно толкнул. Дверь и то со скрипом отворилась, и Степан Петрович увидел на пороге крохотного щенка, едва открывшего глазки. «Вон, а как!» — невольно вырвался возглас удивления. Старик опустил ружье и, выйдя на крыльцо, огляделся. Не мог же этот кроха сам тут неизвестно откуда взяться. И действительно, совсем скоро Степан Петрович встретился взглядом со взрослой крупной волчицей. Она смотрела на него с другого конца пушки, словно стараясь понять, примет ли человек ее дар. Ей Горя заулыбался. «Не забыла, помнит, значит». Он покачал головой по-стариковски, растроговшись. Перед глазами тут же стала картина, как когда-то, будучи на несколько лет моложе, наткнулся в тайге на беспомощного волчонка. Горько и надрывно он плакал тогда, оглашает тайгу своими страданиями. Как волчонок остался один в лесу, и куда подевалась его мать, навсегда останется тайной для егеря. Но не смог он тогда пройти мимо чужого несчастья и оставить брошенного волчонка на произвол судьбы. Именно в этой сторожке и прошли их первые дни жизни. Степан Петрович бесшумно рассмеялся, вспоминая, как крохотная волчица старалась напугать его, показывая свои зубки-иголки и делая страшные глаза. Долго лесной житель привыкал к человеку, привыкнув, не забыл. Он взглянул на щенка, копошащихся на пороге его жилища. «Ну что, дружок, привыкай, теперь это будет твоим новым домом». Взяв на руки лохматый комочек, объявил ему егерь. Щенок же, в отличие от волчицы, сразу при нем человека, радостно завилял хвостом и стараясь лизнуть ему руку. Старик рассмеялся, глядя на поводки своего нового друга. Вот уже лето клонилось к своему закату, приглашая к себе на смену красавица осень. Лес начал постепенно окрашиваться яркие цвета, но днем по-прежнему еще было тепло и солнечно. Степан Петрович, сидя на крыльце своей сторожки, наблюдал, как резвится его заметно выросший дружок. Теперь это был уже не беспомощный глупыш, которого он нашел на своем крыльце почти 3 месяца назад, а крепкий подросток, начавший слушать и понимать своего хозяина. Без собаки в тайге тяжело. Это Степан Петрович прекрасно знал по своему опыту. Совсем недавно пропал его старый пес по кличке Верный. Всю свою жизнь провел он рядом с человеком. Но собачий век недолог, и после непродолжительной болезни в один из дней я нашел своего верного друга. Бездыханно горько тогда переживал Степан Петрович, лишивший своего близкого друга. Но жизнь уже научила его справляться с тяжелыми потерями, и вот теперь на смену верному пришел новый друг и помощник. Что получится из этого щенка с умными глазками, егерь еще толком не знал, но то, что добро и сострадание есть и в мире животных, Степан Петрович это знал точно, вспоминая и благодаря свою серую волчицу за бережно принесенный и оставленный ею этот живой подарок.